Как подавать обратный маятник, в чем его особенность и как ему обучиться, смотрите в этом видеоролике. Меня зовут Иван Толмачев, и это канал о настольном теннисе. Здесь я делюсь знаниями и опытом, накопленный за весь свой тренерский стаж. Здесь вы найдете много полезной информации, которая улучшит ваши игровые показатели. Подписывайтесь и ставьте колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски каждую неделю. Сегодня мы с вами подробно изучим одну из самых сложных подач в освоении. Это обратный маятник. У меня это основная подача в игровом арсенале, и на ней я достаточно много выигрываю очков. Поэтому, думаю, каждый игрок должен иметь ее в своем арсенале. Основная сложность в освоении этой подачи – это научиться подавать ее с нижним боковым вращением. Как правило, многие, кто смотрит эту подачу в интернете, пытаются ее скопировать и понимают, что-то в ней не так. Почему так происходит? Многие не понимают принцип обработки мяча и не могут почувствовать, как ее закрутить с нижним вращением. А еще и придать обратное вращение. Но это уже высший пилотаж. Подать данную подачу, чтобы она вернулась к сетке – это удел терпеливых. В этом ролике мы рассмотрим саму подачу, разберем, что в какой последовательности двигается и какой частью ракетки необходимо попасть по мячу. А также, как принято в каждом нашем видео, я поделюсь одной из своих методик постановки подачи. Присаживайтесь поудобнее, мы начинаем. Обратный маятник имеет правое боковое вращение, это у правши. Сразу уточню, обратное вращение – это вращение, которое стремится обратно и является дополнением в обработке, нежели как отдельный вид вращения. Об этом я рассказывал в прошлом ролике. Про реверс, ссылка на него появится сверху. В этом видео мы будем осваивать обратный маятник с нижним правым боковым вращением. Вспоминаем три составляющих подачи. Это позиция, подача, выход из подачи. Также сама подача состоит из трех фаз. Это замах, удар, окончание удара. Для начала разберемся с хваткой ракетки. Хватка ракетки. Указательный палец находится у левого края ракетки. Большой выпрямлен. Остальные пальцы собраны и прижаты ближе к верхнему краю ручки. Опора на среднем пальце. Запястье свободно двигается и не упирается в руку. Данное расположение пальцев дает максимальную амплитуду для удара. Позиция. При обратной подаче мы встаем ближе к боковой линии стола. Ноги стоят на ширине плеч, левая нога впереди, правая сзади. Немного согнуты. Левая рука держит мяч, правая прижата к корпусу. Держим ракетку хватом, описанным выше. Начинаем выполнение. Замах. Мы подбросили мяч, уходим в правую ногу, немного разворачиваем корпус назад, правый локоть уходит назад и поднимается вверх, отводится в сторону. Он встает на один уровень с плечевым суставом. Предплечье немного уходит на себя, затем сгибаем запястье за счет указательного и большого пальца, как бы пряча носик ракетки под мышку. Удар. Как только начался опускаться мяч, переносим вес тела на левую ногу. Корпус начинает разворачиваться вперед, за ним идет движение плечом в сторону стола. Запускается предплечье и разгибается запястье под острым углом. Ракеткой касаемся по нижней боковой части мяча. Рука работает как хлыст. Корпус, плечо, предплечье, кисть. Окончание удара. Корпус разворачивается к столу, за счет переноса веса тела в левую ногу по инерции доносим правую ногу в игровую стойку. Поздравляю, мы выполнили обратный маятник. Теперь рассмотрим, как и в какой последовательности нам его освоить. Начинаем мы с кисти. Основная сложность подачи с нижним вращением, что нам в не очень удобном положении надо попасть по нижней части мяча, и без определенного времени тренировок это не освоить. Для начала мы разрабатываем кисть и чувство зацепа. Первое упражнение. Разворачиваемся лицом к столу, кладем кисть на стол, чтобы плоскость ракетки была параллельно плоскости стола, и начинаем сгибать и разгибать запястья, чтобы ракетка не меняла свое положение. Второе. Теперь учимся цеплять мяч из этого положения. Чуть подбрасываем и подкручиваем мяч движением вперед. Можете покрасить мяч пополам, это поможет вам увидеть, насколько сильно крутится мяч. Повторяем 50-100 раз и стараемся почувствовать, как мы цепляем мяч. Контакт выполняем передней частью ракетки и стараемся обогнать мячик. Третье. Начало получаться, делаем тот же самый удар по мячу, но с отскоком от стола. Стремимся, чтобы мяч останавливался и шел обратно.
После этого сгибаем предплечье и запястье, ракетка в том же положении, берем мяч, разгибаем предплечье, кисть не двигается, стараемся зацепить мяч передней частью ракетки, нижнюю часть мяча. Повторяем до тех пор, пока не почувствуем и не увидим чистое нижнее вращение. Следующее упражнение. Сейчас выполняем то же самое, но с ударом об стол. Стремимся, чтобы мячик начал тормозить на столе. И теперь то же самое, но разгибаем кисть вперед, придавая дополнительное вращение. Вначале перебрасываем на другую половину стола. Как только почувствовали, стараемся подать подачу из этого положения. Отлично. Теперь ставим локоть. Поднимаем локоть вверх в сторону до уровня плечевого сустава. Если не хватает подвижности, то допустимо немного ниже. Запястьем делаем замах и фиксируем. И теперь работаем только предплечьем вперед. Учимся работать предплечьем из этого положения. Вначале делаем это лицом к столу и максимально медленно, чтобы прочувствовать, как работает рука в этом положении. Сейчас выполняем удар из этого положения. Кисть неподвижна. Задача из положения с поднятым локтем разогнуть предплечье и попасть по нижней части мяча. Когда начнет получаться, делаем то же самое, только корпус поворачиваем боком к столу. Добиваемся попаданий по нижней части мяча. Соединяем корпус, локоть и предплечье. Сейчас начинаем поворачивать корпус назад при замахе и разворачивать его на мяч при ударе. Локоть находится сверху. Движение выполняем предплечьем вперед. Кисть зафиксирована в замахе. Ей пока не работаем. Почему не включаем кисть? Это необходимо, чтобы попадать по нижней части мяча. При начальном обучении кисть начинает подниматься вверх при контакте. За счет этого получается боковое, а не нижнее вращение. Теперь добавляем ноги. При подбросе переносим центр тяжести на правую ногу, одновременно поворачиваем корпус назад в сторону и поднимаем локоть, сгибая в этот момент кисть. И когда мяч начинает опускаться, начинаем перенос веса в левую ногу, проворачиваясь в тазе, синхронно поворачивая корпус, подводя локоть и запуская предплечье вперед. За момент до касания оказываемся в левой ноге и затем доходит корпус и предплечье с кистью касаются мяча. Получается эффект хлыста. Мы от правой ноги переносим всю силу через тело, заканчивая в левой ноге, и в конце выходим из подачи. После того, как вы освоили всю последовательность движения, снова его разбираем по частям и добавляем движение кисти по нижней части. На начальном уровне мячик должен ударяться на столе 2 раза и лететь по низкой траектории. Чтобы освоить эту подачу до базового исполнения, уйдет в среднем 100 часов тренировки. У кого-то больше, у кого-то меньше. Боковую научиться легко, но именно вся сложность в нижней подаче, так как она не очень удобная по вращению на приеме. После того, как мы пройдем с вами все подачи, я покажу, как их сочетать и маскировать между собой. Плюс мы разберем, как нам возвращается мяч после приема соперника. А это очень важная информация для использования тактики подач. Если вы хотите узнать, как чаще выигрывать на подаче, пишите в комментариях, и мы снимем для вас ролик «Тактика подачи». При обучении запомните основные правила. Делайте все поочередно. Переходите на следующее звено, когда почувствовали предыдущее. Во время выполнения старайтесь прочувствовать все части тела. Тренируйте подачу не больше 1 часа в день. Так вы не сорвете себе руку от резких дерганий на мяче и мозг не перегреется от такого объема двигательной информации. Начинайте с имитации движения, потом только сама подача. Можно делать 10 имитаций и 1 подачу, и так 10 раз подряд. Этот прием значительно вас приблизит к пониманию и ощущению подачи. Если вам оказалось полезным это видео, поставьте лайк и колокольчик и подписывайтесь на наш канал. Также поделитесь видео с друзьями, ведь если наши друзья и соперники будут сильнее, тогда и наш уровень будет расти тоже быстро. С вами был Иван Толмачев, до встречи!